Если вы когда-либо слышали красивый призыв к молитве, доносящийся с минарета мечети, или видели, как мусульманин в момент радости или благодарности тихо что-то произносит, то, скорее всего, вы слышали фразу «Аллах Акбар». Для миллионов людей по всему миру эти слова не просто набор звуков, а глубокая многогранная концепция, которая пронизывает всю их жизнь. К сожалению, в медийном пространстве эта фраза часто вырывается из контекста и ассоциируется с чем-то негативным. Цель этого видеоматериала — вернуться к истокам и понять истинный прекрасный смысл «Аллах Акбар», который был заложен в него согласно Корану и исламской традиции. Мы разберем его значение, историю возникновения и то, какую роль он играет в повседневной жизни верующих. Так что же значит фраза «Аллах Акбар»? Давайте переведем эту фразу буквально, чтобы понять ее смысл и структуру. Аллах — это арабское слово, означающее «Бог». В арабском языке это слово используется как мусульманами, так и арабами-христианами и арабами-иудеями для обозначения единого Бога. В исламе у этого понятия есть конкретные атрибуты. Аллах — милостивый, милосердный, Творец, всезнающий, вечный. Это не безликая высшая сила, а Бог с именами и качествами, которые описываются в Коране. Акбар — это превосходная степень от слова «кабир», значит «большой». То есть Акбар означает «величайший», «больше всех», «превосходнейший». Таким образом, прямая фраза «Аллах Акбар» означает «Аллах величайший» или «Бог превелик». Но здесь кроется главный философский смысл. Эта фраза не просто констатация факта, что Бог большой. Это утверждение о превосходстве. Когда мусульманин говорит «Аллах Акбар», он утверждает, что «Аллах больше любых моих проблем». Когда человек сталкивается с трудностью, он напоминает себе, что сила и мудрость Бога безграничны, а его проблема ограничена. Аллах важнее моих желаний. В момент искушения сделать что-то запретное эта фраза помогает расставить приоритеты. Довольство Бога важнее сиюминутной страсти. Аллах величественнее любых земных властей, богатств и сил. Ни один царь, ни одно государство, ни одно количество денег не может сравниться с его величием. Представьте, что вы потеряли кошелек с большой суммой денег. Первая реакция — паника и отчаяние. Но человек, который говорит в такой момент «Аллах Акбар», как бы напоминает себе: «Да, это потеря, но мой Господь, который дал мне эти средства, величайший. Он может вернуть мне во много раз больше или заменить эту потерю чем-то лучшим для меня. Его замысел мудр, а мое видение ситуации ограничено». Так что Аллах Акбар — это в первую очередь инструмент правильного мировоззрения. Откуда же взялась эта фраза? Ее корни уходят в самое начало пророческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Когда пророку Мухаммаду в пещере Хира около Мекки было ниспослано первое откровение от Аллаха через ангела Джибриля, он вернулся домой напуганным и попросил свою жену Хадиджу укрыть его. После того, как он успокоился, он рассказал ей о случившемся. Хадиджа, поддерживая его, сказала слова, в которых уже был заложен смысл Акбар: «Радуйся. Клянусь Аллахом, не опозорит тебя Аллах никогда. Ты поддерживаешь родственные связи, помогаешь нести бремя слабому». Она перечисляла его прекрасные качества, но главное, она утвердила его в мысли, что Аллах, который избрал его, не оставит и не опозорит, ибо Он над всем, Он величайший. Прямо фраза «Аллах Акбар» в Коране не встречается в виде готового предложения. Однако ее смысл и корень, обозначающий величие, пронизывают всю книгу. Сура Алии Аль-Исра цитирует: «И говори: хвала Аллаху, который не брал себе сына, и у которого нет сотоварища во власти, и у которого нет покровителя от униженности. И возвеличивай его величаво». Слово «величай» здесь — это глагол «кабир», прямое повеление возвеличивать Аллаха, то есть говорить «Аллах Акбар». Сура Таха гласит: «Превыше всех Аллах, царь истина». Здесь используется слово «та'аля», что значит «превыше», «превознесен»,
что несет тот же смысл превосходства. Таким образом, Коран не изобрел фразу, а заложил ее смысл и повелел верующим провозглашать величие Бога. Когда мусульманская община в Медине выросла, нужно было найти способ созывать людей на обязательную молитву. Пророку было показано в видении, как нужно совершать азан. И первыми словами азана, которые провозгласил сподвижник Билял ибн Рабах, были «Аллах Акбар», «Аллах Акбар» 4 раза. С этого момента фраза стала официальным символом исламского призыва и богослужения, разносясь с самых высоких точек города. Эта фраза не что-то, что произносят только в мечети. Это жизненный спутник верующего. Каждая молитва, намаз, начинается с такбиратуль-ихрам, фразы «Аллах Акбар», с которой мусульманин входит в состояние молитвы, запрещая себе все мирское на это время. Кроме того, при смене положений тела, стояние на поясной поклон с поклона на земной, также произносится «Аллах Акбар». В течение пятикратной молитвы мусульманин повторяет эту фразу десятки раз. В дни исламских праздников Ураза-Байрам и Курбан-Байрам верующие собираются на особую праздничную молитву. По дороге в мечеть и во время самой молитвы они громко произносят такбир, что означает «Аллах Акбар», выражая радость и благодарность. В моменты радости и удивления, если мусульманин получает хорошую новость, видит что-то прекрасное в природе или добивается успеха, он может сказать «Аллах Акбар» в знак того, что источником этого блага является величайший Бог. В бытовых ситуациях, например, перед закланием животного, чтобы мясо было дозволенным, обязательно произносится «Бисмиллях Аллах Акбар», что означает «с именем Аллаха Аллах превелик». Это напоминание, что жизнь даруется и забирается только им. В момент опасности или страха, как напоминание о том, что защита у Всевышнего. При принятии сложного решения, чтобы подчинить свой выбор воле того, чья мудрость безгранична. К сожалению, в современном мире фразу «Аллах Акбар» стали использовать террористы и экстремисты. Это является грубейшим искажением ее смысла. Ислам — это религия мира. Основное приветствие в исламе — «Ассаляму алейкум», что означает «мир вам». Главные имена Аллаха — Ар-Рахман — милостивый, и Ар-Рахим — милосердный. В Коране четко сказано «Не приступайте границы дозволенного, ведь Аллах не любит преступников». Убийство невинных людей — один из самых тяжких грехов. Использование такбира экстремистами — это попытка придать своим преступлениям сакральный смысл, что является формой большого греха — ширка, приписывание Богу того, чего Он не повелевал. Когда они кричат «Аллах Акбар», убивая людей, они, по сути, объявляют, что Бог велит им творить зло, что абсолютно ложно. Подавляющее большинство мусульман во всем мире с болью и осуждением относятся к такому кощунственному использованию своей священной фразы. Аллах Акбар — это гораздо больше, чем религиозный лозунг. Это формула смирения, напоминания и успокоения для души. Это признание того, что в мире есть тот, кто больше всех и вся, чья мудрость безгранична, а милость всеобъемлюща. Для верующего эти слова — духовный якорь. В радости они направляют благодарность в нужную сторону. В горе дают надежду и терпение. В молитве являются ключом, открывающим дверь общения с Создателем. Понимая истинный смысл «Дей Аллах Акбар», мы видим не крик ярости, а тихое или радостное провозглашение веры в высшую справедливость, милосердие и мудрость, которые превосходят наше ограниченное понимание мира. И в этом главный покой для человеческого сердца.